Тело родителей и двоих детей должны были найти на пепелище. Бензин и огонь скрыли бы все улики, по крайней мере, так планировал маньяк-педофил. Вообще-то его жертвами становились девочки, но в этот раз он обратил свой гадкий взор на дочь своего лучшего друга. И не пощадил ни его, ни всех остальных челнов семьи, в которой он всегда был желанным гостем. Эта история произошла в США, в небольшом городке Винтон, штат Виргиния, где сегодня проживает чуть больше 8 000 жителей. Типичный пример одноэтажной Америки с преимущественно белым населением. Здесь обосновались представители среднего класса, рабочие и служащие корпораций, расположенных в соседних городах. В Винтоне рано ложатся и рано встают, чтобы не опоздать на работу. Именно по этой причине жуткий план хладнокровного изувера не сработал. Рано утром в понедельник, 29 августа 1994 года, двое жителей города сели в свои автомобили, чтобы успеть в соседний мегаполис к началу рабочего дня. Примерно в 4 часа 30 минут некая автоледи проезжала мимо одного двухэтажного дома и заметила, что от особняка отъехал белый пикап под управлением белого мужчины. Какое-то время он следовал за ней по пустой дороге, а потом свернул. Ничего необычного, дама сразу забыла о случайной машине, но чуть позже полицейские попросят ее вспомнить то августовское утро до мельчайших подробностей. Через 5 минут здесь же проезжал другой житель города, который увидел, что из окон того самого двухэтажного особняка идет дым. Мужчина немедленно вызвал пожарных, а те уже полицию. Огонь потушили довольно быстро. Несмотря на то, что все внутри дома было залито бензином. По какой-то непонятной случайности, ну и, конечно, благодаря неравнодушному очевидцу, возгорание в гостиной не распространилось дальше. Полицию пришлось вызывать не только из-за следов поджога. В разных частях дома огнеборцы нашли 4 тела, двоих взрослых и двоих детей. Беда случилась с семьей Ходжес, которую знали все в городе. И не только с хорошей стороны. В плане семейных отношений там все было идеально. Просто глава семьи 41-летний Уильям Ходжес, руководитель среднего звена почтовой службы штата, попался на хищениях. Нет, посылки он не вскрывал, а, пользуясь служебным положением, проворачивал махинации с корпоративными деньгами. За это его не только уволили, но и некоторое время назад приговорили к 6 месяцам лишения свободы. В тюрьму он должен был самостоятельно отправиться на следующий день. Кроме того, расхититель должен был погасить огромные убытки, нанесенные своему работодателю. И, скорее всего, его новенький дом, купленный 2 года назад на ворованные деньги, подлежал конфискации, как нажитый преступным путем. Плюс непутевый казнократ опустошил весь семейный бюджет и набрал взаймы на адвокатов, которые все-таки добились для него минимально возможного наказания. Семья Ходжес оказалась без жилья, без средств существования, в долгах, а муж-отец минимум полгода проведет за решеткой. Уильяма обнаружили в своей спальне, в супружеской кровати. Пуля в левый висок, рядом на полу валялся револьвер. Все указывало на то, что глава семьи сам наложил на себя руки. В соседней детской комнате в своих кроватях нашли дочерей, 11-летнюю Вентер и 3-летнюю Анну. Стреляли из того же самого пистолета, в упор, без шансов. Девочки, скорее всего, даже не проснулись. Но первыми пожарные обнаружили тело хозяйки дома, 33-летней Лин Ходжес. Она лежала в гостиной, и кто-то физически крепкий расправился с ней голыми руками. Здесь же душегуб начал разливать бензин, продолжив поливать из канистры на 2-м этаже. В гостиной и был совершен поджог. Все указывало на то, что глава семьи, находясь в отчаянии, решил таким страшным способом избавить себя и семью от проблем. При тогдашнем уровне криминалистики огонь наверняка бы уничтожил все следы, и полиция вряд ли бы отрабатывала иные версии. И только случайность предотвратила пожар. Уже скоро эксперты установят, что мистер Ходжес не стрелял в себя. Да и супругу он, скорее всего, не трогал. Пистолет и патроны были неизвестными, тогда как в доме находился целый арсенал, принадлежащий хозяину. Нашли свидетельницу, которая проезжала в то роковое утро мимо места преступления.
Мужчину за рулем автомобиля, отъезжавшего от дома Ходжесов, она не разглядела, номер не запомнила, только марку и облупившуюся краску на кузове. Но и этого было достаточно. Так в поле зрения полиции попал лучший друг хозяина дома, 54-летний Эрл Бремблет. Мужчины были знакомы более 20 лет, раньше рядом жили и вместе работали. У обоих стабильная, хорошо оплачиваемая работа, крепкие семьи и по 2 ребенка, у Эрла, сыновья. У мистера Бремблета был белый пикап той же марки, что выезжал из дома Ходжесов перед началом пожара. К тому же в то утро он опоздал на работу. Дело в том, что Эрл жил и работал в другом штате Южная Каролина, и из Винтона туда еще нужно было добраться. Также соседи Ходжесов рассказали о конфликте, который случился несколько дней назад между мужчинами. Едва дело не дошло до мордобоя. Уильям кричал на всю улицу, что посадит своего друга, и требовал, чтобы тот убирался из его дома. Но все это косвенные улики. К тому же мистер Бремблет характеризовался по месту жительств и на работе просто идеально. Все негласно опрошенные свидетели рассказывали о его невероятной отзывчивости и искреннем добродушии, о чуткой вежливости и чудесном обаянии. «Самый хороший сосед», так его именовали его в Южной Каролине. Хотя в биографии мужчины нашли и темные пятна. В 1977 году две 14-летние девочки, работавшие у него на приусадебном участке, бесследно исчезли. Тогда 35-летнего Эрла подозревали, но ни тел, ни улик не нашли. Обе школьницы до сих числятся пропавшими без вести. Следователь по делу Ходжесов побеседовал с мистером Бремблетом. Тот заявлял, что в день преступления не покидал Южной Каролины. Он уверен, что Уильям сам расправился с семьей из-за того, что разорил своих близких. На вопрос о причинах конфликта поведал, что дал лучшему другу взаймы крупную сумму на адвокатов, а тот не отдавал. Вот только в подобных случаях кричать и обвинять должен был сам Эрл Бремблет, а не его должник. Именно эта неувязка, равно как и нервное поведение друга во время допроса, сделали его главным подозреваемым. За ним следили почти 2 года и только 30 июля 1996 арестовали. Суд состоялся осенью 1997 года. Полиция нашла за это время свидетелей и улики. Ключевыми стали откровения родной сестры Бремблета, которая рассказала правду о своем брате-педофиле и о том, что он сделал с дочерью лучшего друга. Кроме истории 1977 года, Эрл Бремблет в начале 70-х соблазнил еще 2 школьниц, 11 и 14 лет. Тогда в полицию пострадавшие не обращались, преступнику удалось откупиться. Зато когда ему перевалило за полтинник, неожиданно воспылал страстью Квинтер Ходжес. Откровенные признания в любви к маленькой дочурке своего друга он даже записал на аудиокассеты, которые хранил в доме сестры. Однажды, зная, что родителей нет, он пришел в дом Ходжесов и совершил грязное дело над Винтер. Уговаривал ее никому не говорить, но дочь во всем призналась родителям. Именно после этого случая Уильям пообещал посадить друга-предателя. Сам Бремблет признался, что был неравнодушен к девочке, но ничего плохого с ней не делал. А Ходжесы якобы его шантажировали, требовали простить долг, иначе обвинят его в педофилии, подговорив свою дочь. Среди собранных улик на суд присяжных представили нательные волосы Эрла Бремблета, найденные в кровати, и на одежде Винтер Ходжес, спрятанную им собственную одежду со следами бензина, и, наконец, пули из его дома, точно такие же, какими была расстреляна семья в штате Виргиния. И снова нет прямых свидетельств и улик, зато много косвенных. Сам Бремблет все отрицал. Последним доводом обвинения стали показания сокамерника подсудимого, который, находясь в камере предварительного заключения, разоткровенничался с незнакомым человеком и похвастался тому, как расправился со всеми. Там же Бремблет признался, что его влечет к девочкам, и Винтер Ходжес далеко не первая в его послужном списке. Выходило, что хороший сосед на самом деле неуловимый маньяк. Всего этого хватило, чтобы присяжные признали его виновными, не заслуживающим снисхождения.
Старые дела доказать уже было невозможно, приговор касался только расправы над семьей Ходжес. В США нет сложения приговоров, а потому наказание ему вынесли по каждому из преступлений. За убийство миссис Лин Ходжес совершенное с особой жестокостью, смертная казнь, за каждое из 3 убийств членов семьи Ходжес, пожизненное заключение и штраф в размере $100 000, за умышленный поджог жилого дома, пожизненное заключение, за незаконный оборот оружия и боеприпасов 13 лет лишения свободы. Итого, высшая мера – 4 пожизненных, еще 13 лет и $300 000 штрафа, которых у него, впрочем, не было. Сам Эрл Брэмблет вину не признал и отказывался признаваться до самого последнего дня. Он сам потребовал казнить его на электрическом стуле. По законам штата Виргиния по умолчанию используется безболезненная инъекция с ядом, но приговоренный может выбрать иной способ казни, заявив, что тем самым протестует против несправедливого приговора. Многие общественные деятели штата Виргиния требовали заменить казнь на еще одно пожизненное заключение, ссылаясь на то, что доказательства не слишком убедительные и не исключена судебная ошибка. 9 апреля 2003 года, после окончательного отказа Верховного суда США отменить приговор, 61-летний Эрл Брэмблет был усажен на электрический стул. Перед включением тока он успел произнести свои последние слова: «Я никогда никого не убивал. Я иду на смерть с чистой совестью».